Деоккупация Мегри. Новый шаг к суверенитету. 1 января 2025 года в истории Армении произошло событие, которое можно по праву назвать судьбоносным. Страна восстановила контроль над своей границей в Мегри. Это решение стало не просто административным актом, а важным символом укрепления государственного суверенитета. С начала 90-х годов этот пограничный переход оставался под контролем Москвы. Российские пограничники определяли правила пересечения армянской границы, превращая ее в инструмент политического влияния Кремля. Однако теперь ситуация изменилась. Пограничный переход в Мегри полностью перешел под контроль армянских пограничников. Этот шаг означает, что Армения наконец-то вернула себе рычаг управления, который долгие годы находился в чужих руках. Это событие символизирует не просто изменения в системе пограничного контроля, но и демонстрирует решимость Армении окончательно освободиться от постсоветской зависимости. Вопросы безопасности, экономики и внешней политики теперь решаются в Ереване, а не в Москве. Армения перестает быть объектом чужих политических игр и начинает выстраивать свою внешнюю политику, исходя из собственных интересов. Присутствие российских пограничников не гарантировало безопасность Армении. Они защищали интересы Москвы. Их роль в Мегри была скорее средством давления на Ереван, чем настоящим щитом. Попытки Армении проводить независимую внешнюю политику часто сталкивались с шантажом и угрозами. Мы помним, как во время кризисных ситуаций российские гаранты оставляли свои позиции, подрывая веру в их поддержку. Теперь этот фактор влияния устранен, и Армения может налаживать партнерство с государствами, которые действительно уважают ее независимость. Контроль над Мегри имеет не только политическое, но и экономическое значение. Армения теперь самостоятельно определяет, какие товары и капиталы пересекают ее границу. Это способствует росту доходов, развитию международной торговли и снижению зависимости от посредников, которые ранее контролировали эти потоки. Особое значение приобретает и развитие отношений с Ираном. Ереван теперь может выстраивать двусторонние связи с Тегераном без оглядки на интересы Москвы. Иран уже заявил, что армяно-иранская граница – это его красная линия, что делает его потенциальным союзником Армении в регионе. Хотя Иран нельзя назвать безусловным другом Армении, совпадение стратегических интересов открывает новые возможности для сотрудничества. Деоккупация Мегри – это не просто передача контроля над границей, это осознанный шаг к укреплению внешнеполитической независимости, экономическому развитию и реальному суверенитету. Это разрыв с прошлым, когда ключевые решения принимались за пределами страны, и движение к будущему, в котором армянский народ сам определяет свою судьбу. Этот шаг открывает новую страницу в истории Армении – эпоху независимости, уверенности и национального достоинства. Страна больше не зависит от ненадежных союзников, которые в прошлом пытались ограничить ее влияние и возможности. Теперь Армения с уверенностью смотрит в будущее, строя политику на основе своих национальных интересов и гордости. Водные ресурсы как инструмент геополитики. Пример Армении и Азербайджана. В последние годы обострение отношений между Арменией и Азербайджаном затронуло не только территориальные вопросы, но и контроль над водными ресурсами. Вода стала важным фактором в геополитической борьбе, влияя на экологическую устойчивость, экономику и безопасность всего региона. После конфликта 2020 года Азербайджан установил контроль над территориями, где находятся истоки рек Варатан и Арпа. Эти реки имеют ключевое значение для озера Севан, которое является важнейшим источником пресной воды и играет критическую роль в экологическом балансе Армении.
Потеря контроля над истоками создает риски для водного обеспечения населения и сельского хозяйства страны. Ситуация усугубилась в 2021 году, когда появились сведения о планах Азербайджана изменить русло реки Тартар и возможном осушении Сарсангского водохранилища. Эти действия могут нанести серьезный ущерб ирригационным системам и водоснабжению прилегающих территорий. Также обеспокоенность вызывает оккупация озера Сев-Лич и нескольких небольших водохранилищ на территории Армении, что усилило давление на водные ресурсы страны. Азербайджан, сталкиваясь с дефицитом подземных вод, стремится получить доступ к водным ресурсам Армении, особенно к Севану. Подобная практика напоминает стратегию Турции, которая на протяжении десятилетий использует реки Тигр и Евфрат в качестве инструмента влияния на своих соседей. Турецкие проекты по строительству плотин, включая Ататюрк и Илису, значительно сократили доступ к воде для Сирии и Ирака, что привело к экономическим и гуманитарным кризисам. Опыт Турции показывает, как водные ресурсы могут стать средством политического давления. Строительство плотин и гидроэлектростанций позволяло Анкаре управлять потоками воды, создавая зависимость соседних стран. Международные организации критиковали такие действия за нарушение норм использования трансграничных рек. Однако Турция оправдывала свои шаги необходимостью развития экономики и энергетики. Для Армении ситуация с водными ресурсами требует активной внешнеполитической стратегии. Уроки Турции подчеркивают важность защиты водных ресурсов как ключевого элемента национальной безопасности. Армении необходимо укреплять международные позиции, чтобы противостоять угрозам, связанным с управлением водными ресурсами, и предотвращать возможные экологические и экономические кризисы в будущем. Сенат Франции поддержал право на возвращение армян в Нагорный Карабах. 3 февраля 2025 года в Сенате Франции состоялась конференция на тему «Народ Армении и его право на возвращение на свою землю», организованная Ассоциацией «Концерт за мир в Армении». Мероприятие привлекло внимание французских сенаторов, акцентируя важность защиты прав армянского населения Нагорного Карабаха. Сенатор от партии «Республиканцы» Мари до Эшлиман, член Комитета франко-армянской дружбы, выступила инициатором обсуждения. По ее словам, цель конференции – вернуть вопрос Нагорного Карабаха в центр общественного внимания и обсудить пути поддержки армянского народа на международной арене. В дискуссии принял участие бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, который подчеркнул необходимость защиты прав армян на безопасное возвращение в Нагорный Карабах. Особое внимание было уделено вопросам признания НКР и возможным шагам, которые может предпринять Сенат Франции для содействия в этой борьбе за справедливость. Сенат Франции уже проявлял активную позицию в отношении Карабаха. В 2023 году он принял резолюцию, осуждающую военную агрессию Азербайджана в регионе, и предложил ЕС разработать санкции против азербайджанских официальных лиц, ответственных за эти действия. Аналогичные инициативы предпринимались и ранее. В 2022 году Сенат призывал к немедленному выводу азербайджанских войск с армянских территорий и соблюдению условий соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Эти шаги демонстрируют растущую поддержку Армении на международной арене и подчеркивают важность дипломатических усилий в защите прав народа Карабаха. Укрепление таких связей открывает новые перспективы для Армении в ее борьбе за справедливость и территориальную целостность. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.